Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот смотрю на эти лоскутки и думаю, какое надо самообладание 5 лет выдерживать коньяк. А я давно вынашиваю эту мысль. Но для женщин нет такой проблемы, которой им бы не создать. У меня нашлись образцы мебельной ткани. Размер примерно 22 на 22 сантиметра. Будем их использовать. Для начала из квадрата сделаем по 2 прямоугольника. Равномерно их распределим и начнем сшивать эти детали между собой в длинные полосы. Нам надо получить 2 длинных детали с одним набором тканей, но разной последовательностью соединения. Готовые длинные полосы сложим вместе, лицом к лицу. Контур детали обрисуем сразу же на заготовке. Нам надо немного закруглить оба конца. При работе за швейной машинкой оставляем отверстия для выворачивания. Стараемся совмещать места соединения деталей. У полученной заготовки отрежем лишнюю ткань, потом вывернем, и остается только набить заготовку наполнителем и зашить оставшиеся отверстия. А вот теперь уже можно приступать к декору. Самый простой вариант – нарисовать мордаху водорастворимым маркером. Рисуем закрытые глазки и улыбку. Вышивку сделаем нитками мулине в полную пасму, в 6 ниток. Шов петельный. Думаю, что такой шов легко сможет выполнить даже самая начинающая рукодельница. Когда вышита мордочка, то уже каждая мастерица решает, что это за зверь такой у нее получился. Я планирую, что это будет подушка от сквозняков. Оказывается, очень нужная и полезная вещь. А зверь? Ну, для кого-то это змея или мирный удав. Подушка под шею в машине. А я вспомнила, что после одного из проектов у меня остались вот такие шарики.
Это были выпады кроя из трикотажа. Края мы собирали на нитку, внутрь вкладывали синтепон. В тот раз получилась оригинальная декоративная подушка. А сейчас с помощью этих шариков мы из змеи сделаем сороконожку. Вот такая милая игрушка. Подушка от сквозняков. Ей можно играть ребенку, валяться на ней, а можно положить на окно или под дверь. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!